Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую необыкновенную салфетку. Давайте рассмотрим ее поближе. У нее простая серединка, это просто гладкий круг заполненный. И очень красивая, такая насыщенная кайма. Я специально связала обыкновенную серединку, гладкую, чтобы подчеркнуть красоту каймы. Если вы хотите связать другую серединку, чтобы салфетка была ажурная, хочу предложить как вариант. Можно использовать вот эту салфетку, которую мы вязали в прошлом видео. Ссылку на вязание вот этой маленькой салфетки я оставлю в описании под этим видео. Схема этой салфетки состоит из 9 рядов. Вот уже в готовом варианте эта салфеточка. Серединка это у меня вот эта белая салфетка. Она поменьше размером, потому что я вязала ее из ниток потоньше. А кайму я использовала здесь ту, что и вот на этой салфетке. Вот это уже как варианты. И сейчас по рядам. Здесь серединка состоит, вот этот гладкий круг, из 25 рядов, а сама кайма это 6 рядов. И если вы решите вязать вот такую салфетку, то вяжем 9 рядов прошлого видео, вот эту маленькую салфеточку, а кайму начинаем вязать с 26 ряда видео про эту салфетку сегодняшнего видео. Значит, перематываем 25 рядов и начиная с 26 ряда привязываем кайму, вот эти арки, к воздушным петлям, вот арочки из 3 воздушных. Вот так. Прикрепляем сюда ниточку к кончику и вяжем такую кайму. И получится вот такой результат красивый. Так, ну сегодня в видео мы будем с вами выполнять полностью вот такую салфетку. Свяжем сначала круг, как я сказала, уже 25 рядов, и потом будем вязать кайму. Размер этой салфетки у меня получился 30 сантиметров. Вязать ее очень просто. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится такая салфетка, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Вязать этот круг мы будем по спирали. Не будем делать соединение рядов петель подъема, чтобы не был заметен шов перехода ряда. Мне кажется, этот способ здесь более удобным. Чтобы салфеточка имела такой аккуратный вид, я рекомендую в конце работы сделать блокировку, так как кайма будет немножко фалдить, вы это увидите в этом видео. Но после блокировки, как вы заметили, все аккуратненько, ровненько и очень нарядно. Для вязания этой салфетки я рекомендую брать не очень тонкие нитки, чтобы и круг вот этот был побольше размером, и рельефные столбики были такими фактурными, объемными, и узор лучше просматривался. Ну давайте приступим к работе. Вязать салфетку я буду из кировской кудельницы в составе 60% хлопка, 40 льна, в 100 граммах 500 метров. Крючок буду использовать 1,95 миллиметра. Также нам понадобится маркер для обозначения начала ряда. Итак, делаем начальную петлю. Если вы привыкли начинать со скользящей петли, можете сделать более удобным для вас способом. 2 воздушные петли подъема, и в первую петлю, в начальную, провязываем 6 столбиков без накида. Это мы вяжем первый ряд. Первый,
второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик сюда же в первую начальную воздушную петлю. Провязали 6 столбиков, соединяем в первый столбик. Давайте отметим последнюю вот петлю, у нас последний столбик. Все это у нас будет последняя петля ряда. И вяжем второй ряд. В следующий столбик будем вязать по спирали, чтобы у нас не было петель подъема и не было видно вот этого шва соединения рядов. Вяжем второй ряд. В следующую петлю 2 столбика, 1, 2, в следующую 3, 4, также 2 столбика провязываем, в следующую 5, 6, в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика. У нас получится 12 столбиков в этом ряду. Так, далее 7, 8, 9, 10, следующий. И в последний, вот он у нас отмеченный, 11, 12. Мы сделали здесь соединительную петлю, чтобы у нас первый круг был ровненький, серединка, центр нашей салфетки. Все, отмечаем последний столбик, 12. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. В следующий столбик, столбик без накида. В следующий, во второй, 2 столбика, прибавочка. В следующий 1. Прибавочка. Так делаем прибавки через 1 столбик. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно. Подходим к концу ряда, и также в последний столбик у нас идет прибавочка, 2 столбика, 1 и 2 сюда же. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд у нас повторяет, отметили последний столбик. Третий ряд также столбик без накида. В следующий, во второй прибавочка. Делаем прибавки через 1 столбик. 1 прибавочка. Продолжаем вязать по кругу. Также подходим к концу ряда, и в последний столбик у нас прибавочка. И в четвертом ряду у нас получилось 27 столбиков, в третьем 18 столбиков. Отмечаем последнюю петлю. Вяжем пятый ряд. В следующие 2 столбика по одному. В третий столбик прибавочка. И так мы будем делать прибавки через 2 столбика. Так, теперь по одному в 2 столбика. В третий прибавочка. 1, 1, прибавка. Так, вяжем по кругу, и в пятом ряду у нас получится 36 столбиков без накида. Отмечаем последний столбик. Пятый ряд у нас готов. Вяжем шестой ряд, столбик без накида, в следующий столбик. Далее идет прибавочка. В
следующий 1, прибавочка. Так делаем прибавки через один столбик, и у нас должно получиться 54 столбика без накида. Вяжем самостоятельно. Шестой ряд у нас готов. Далее вяжем 7, 8 и 9 ряд одинаково. В каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. В этих 3 рядах мы не делаем никаких прибавок. Итак, начинаем. Следующий столбик, столбик без накида, и так вяжем по кругу. Это у нас начало 7 ряда. Не забываем отмечать конец каждого ряда, чтобы не промахнуться и не провязать лишнее. Вяжем 7 ряд, отмечаем, 8 ряд, отмечаем, 9 ряд. И в каждом ряду у нас здесь по 54 столбика без накида. Все, вяжем эти 3 ряда самостоятельно и встречаемся. Ну вот, мы с вами закончили вязать 9 ряд. Вот что у нас получается. Я думаю, принцип вязания такого круга понятен. Сейчас на экране я оставлю таблицу с продолжением вывязывания такого круга и обозначу в каждом ряду, сколько каких петель провязывать. Вы можете сделать скрин экрана. Столбик без накида буду обозначать крестиком, а прибавочку галочкой. Так что смотрим на экран и продолжаем самостоятельно вязать круг. Довязываем круг и потом вместе будем вязать кайму рельефную. Итак, мы с вами провязали 25 рядов. В последнем ряду у нас 160 столбиков без накида. Все, маркер можно убрать, нам он уже не понадобится. И давайте, чтобы наш край сравнять, сделаем еще 2-3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Все, у нас здесь нет никакой ступеньки, все ровненько. Вот такой круг у нас получился. И теперь приступаем к вязанию каймы. 1 воздушная петля подъема. Это у нас начало 26 ряда. И в этот же столбик, куда мы сделали последний соединительный, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид, и в 4 петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Вот такая капелька, арочка из 4 воздушных. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и в 4 петлю от крючка столбик с накидом. 2 капелька, и еще раз 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, в 4 петлю от крючка столбик с накидом. Провязали 3 капельки. Вот такой гребешок. Теперь нам нужно пропустить 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и в следующий провязываем столбик без накида. И снова делаем такой же гребешок из 3 капелек. 4 воздушные петли, столбик с накидом в 4 петлю от крючка,
Первая капелька готова. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом. Вторая готова. И еще раз 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом в 4-ю петлю от крючка. Гребешок провязали. Снова пропускаем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-й столбик без накида. Вот такие арочки, гребешки. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последний гребешок и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 26 ряд у нас готов. Вяжем 27 ряд, делаем соединительный столбик в арочку из 4 воздушных петель, вот в середину капельки. 1 воздушная петля подъема, и сюда же в эту арку провязываем столбик без накида. Далее накид. В эту же арку провязываем полустолбик с накидом. Закрыли все петли на крючке, провязали полустолбик с накидом, накид, и сюда же в эту арку провязываем столбик с накидом. 3 столбика в арку. Переходим к следующей арке на гребешке, и в нее провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И сюда же в эту арку провязываем еще 3 столбика с накидом. Итого 6 столбиков у нас из этой арки выходит. Накид. В следующую, в 3-ю капельку под арку из 4 воздушных провязываем теперь в обратном направлении столбик с накидом. Далее полустолбик и столбик без накида. Вот 1 лепесточек у нас провязан. Далее 1 воздушная петля. И переходим к следующему гребешку. И также вяжем в первую арку столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом. Все, продолжаем обвязывать так каждый гребешок и встречаемся. Подходим к концу ряда. Провязали последний столбик без накида вот в 3-ю капельку. Нам осталось сделать арку из 1 воздушной петли, и вместо нее мы провяжем столбик без накида в начальный столбик без накида. Таким образом сформируем арочку из 1 воздушной петли. 27 ряд у нас готов. Вяжем 28 ряд, воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. В 4-ю петлю столбик с накидом, капелька. И теперь в промежуток между группой из этих 3 столбиков и следующая группа, вот 3 столбика, вставляем крючок вот в эту дырочку, промежуток, и провязываем столбик без накида. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Столбик с накидом в 4-ю петлю от крючка. Капелька готова. И в следующую арку из 3 воздушных столбик без накида, ближе к правому уголочку. 3 воздушные, 1,
2, 3. И в эту же арку столбик без накида. Здесь наверху лепесточка у нас петелечка из 3 воздушных петель. И снова вяжем капельку 4 воздушные, столбик с накидом в 4-ю петлю от крючка, пропускаем 3 столбика с накидом и в промежуток вот сюда вставляем крючок, столбик без накида, снова капелька 4 воздушные, столбик с накидом в 4-ю петлю, пропускаем 3 столбика и в следующую арку из одной воздушной петли между 2 лепесточков провязываем столбик без накида. Вот обвязали 1 лепесточек. И снова продолжаем вязать. Провязываем капельку, столбик без накида. Еще одна капелька, столбик без накида в арку, 3 воздушные петли у нас наверху будет петля и столбик без накида в эту же арку. Все, повторяем рисунок и встречаемся в конце ряда. Провязали последнюю капельку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 28 ряд у нас готов. Вяжем 29 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку из 4 воздушных петель в середину капельки. 1 воздушная петля и столбик без накида сюда же под эту арку. Теперь полустолбик сюда же в эту арку с накидом и столбик с накидом сюда же в эту арку. 3 столбика провязали. Переходим к следующей арке и в нее провязываем 3 столбика с накидом. Сделали 3 столбика. Теперь в следующую арку также 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли арочка и еще 3 столбика с накидом сюда же в эту арку. Столбики укладываем поплотнее, чтобы они все у нас поместились. В следующую арку также вот расщепляем эту капельку и в серединку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И в следующую арку вяжем в обратном направлении столбик с накидом, теперь полустолбик с накидом. И на 2 арках сейчас провяжем маленький сплит. Вытянули ниточку, теперь вставляем крючок в следующую арку на следующем лепестке вот под капельку. Вытянули ниточку, 3 петли на крючке, закрываем. Мы эти арочки как бы между собой объединили. Далее идет полустолбик с накидом сюда же в эту арку, столбик с накидом, 3 столбика, здесь 6 столбиков, 3 столбика с накидом, и здесь столбик, полустолбик и столбик без накида. У нас здесь сплит будет маленький. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последний полустолбик. Нам нужно сделать сплит, вот начальный или конечный. Делаем столбик без накида не до конца, 2 петли на крючке, вставляем крючок в вершину начального столбика без накида и протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Вот такой сплит. 29 ряд у нас готов. Вяжем 30 ряд.
Делаем соединительный столбик в следующий полустолбик и в следующий столбик с накидом. А теперь вокруг следующего, вот у нас группа из 3 столбиков, вокруг первого из них провязываем соединительный столбик, но рельефный изнаночный. Заводим крючок сзади наперед. Три воздушные петли, 1, 2, 3. Выполнили начальный столбик, рельефный изнаночный. Еще одна воздушная петля, это арка, накид. Вокруг следующего столбика также крючок заводим сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. Одна воздушная, вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик с накидом, одна воздушная, и вокруг следующих 3 также провязываем по рельефному и изнаночному столбику с накидом, и между ними арки из одной воздушной петли. Итого 6 столбиков у нас по этой стороне, рельефные, изнаночные с накидом. Далее одна воздушная петля, арка. Теперь делаем 2 накида. И теперь смотрим внимательно, куда мы провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Вот у нас группа из 3 и еще одна группа из 3. И вот между ними арка. На этой арке мы провязывали 6 столбиков. Вот за эту же арку, куда мы провязывали эти столбики, вот эта верхняя арочка у нас пока остается свободной. Вот в нижнюю арку провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Далее одна воздушная петля, накид. И теперь вот в эту верхнюю арку провязываем первый столбик с накидом, одна воздушная, и второй столбик сюда же, в эту верхнюю арку. Одна воздушная, 2 накида. И в ту же арку, куда мы провязывали последний рельефный столбик, выполняем еще один рельефный столбик с 2 накидами. Одна воздушная, и далее идут 6 столбиков рельефные изнаночные с накидом. Сделали накид, заводим крючок сзади наперед следующего столбика, провязали столбик с накидом, одна воздушная, вокруг следующего столбика рельефный изнаночный столбик с накидом, одна воздушная, третий столбик, воздушная. Переходим к следующей тройке. И также вокруг каждого из них провязываем по рельефному изнаночному столбику с накидом. Так, провязали 6 столбиков. Вот что у нас получается. Ниточки такие пушистые, вот попадаются и соломинки, вот, и как вот джутовые какие-то вкрапления. Ну, это лен. Переходим к следующему лепестку. Накид. Пропускаем 2 столбика, сплит, 2 столбика. И вот на этой тройке средней также провязываем в каждой из них по рельефному изнаночному столбику с накидом. Между ними воздушную петлю не забываем провязывать. Сейчас еще раз провяжем вот эти с 2 накидами столбики. Переходим к следующей тройке. Вокруг каждого из них также по рельефному изнаночному столбику с накидом.
6 столбиков по этой стороне готовы. Соринки все-таки попадаются на этой нитке вот у меня. Так, 1 воздушная петля и выполняем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида. Вот этот раскрываем уголок и под нижнюю арку провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 1 воздушная, теперь в верхнюю арку из 3 воздушных петель провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и еще 1 столбик с накидом в эту же арку. 1 воздушная, и теперь идет рельефный лицевой столбик с 2 накидами в нижнюю арку между группами из 3 столбиков. Провязали 1 воздушная. Все, и далее идут 6 рельефных изнаночных столбика, между ними арки из 1 воздушной петли. Продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подошли к концу ряда, провязали последний рельефный изнаночный столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 30-й ряд у нас готов. Вяжем последний 31 ряд. Делаем соединительный столбик под арку из 1 воздушной петли и вокруг следующего столбика с накидом также соединяем и заводим крючок сзади наперед, провязываем изнаночный столбик рельефный. Так, и еще 3 воздушные петли с накидом. Выполнили начальный столбик рельефный изнаночный. Далее 1 воздушная петля, накид. Вокруг следующего также заводим крючок сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с накидом. 1 воздушная. Следующий столбик рельефный изнаночный с накидом, 1 воздушная, 4-й столбик провязываем, 1 воздушная и 5-й. Теперь по бокам лепесточков у нас будет не по 6 столбиков рельефных изнаночных, а по 5. Первый и последний мы будем пропускать. Здесь на внутренних уголочках. Вот эти столбики мы не будем провязывать. Далее 1 воздушная петля, накид, и теперь вокруг следующего рельефного лицевого столбика с 2 накидами провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом, заводим крючок спереди назад и провязали столбик с накидом. Далее пикой из 3 воздушных 1, 2, 3 воздушные и соединяем вершину последнего столбика с накидом соединительной петлей. Пико готово, накид, и вокруг этого же столбика провязываем еще 1 рельефный столбик лицевой с 1 накидом. Вот так. Далее в следующий столбик с накидом, вот у нас галочка на верхушке, вот в первый столбик провязываем простой столбик с накидом. Далее в арку из 1 воздушной петли, она у нас верхняя, 2 столбика с накидом, пико из 3 воздушных 1, 2, 3, соединяем вершину последнего столбика соединительной петлей и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Итого 4 столбика, а посередине пико на верхней арке у нас. Теперь столбик, следующий столбик с накидом, накид, и вокруг рельефного столбика с 2 накидами провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Пико из 3 воздушных,
И еще один столбик с накидом рельефно-лицевой вокруг того же столбика. Одна воздушная петля идет у нас вот после вот этого элемента. И далее 5 рельефных изнаночных столбика. Заводим крючок вокруг следующего столбика с накидом. И провязали рельефный изнаночный столбик с накидом. Одна воздушная, второй столбик рельефный изнаночный с накидом, воздушная, третий, воздушная, четвертый, воздушная и 5 столбик. 6 оставляем, не провязываем. И переходим на следующий лепесток. Первый также столбик мы здесь пропустим, и вокруг следующих 5 также провязываем по рельефному изнаночному столбику. Все, продолжаем вязать по рисунку. Подходим к концу ряда, соединяем вершину начального столбика с накидом и ставим нашу салфетку на блокировку. Расправляем все пико, раскрываем, немножечко вот так все потянем, чтобы все столбики встали на свои места. И ждем до полного высыхания. Итак, я сняла салфетку с блокировки. Вот такая красавица у нас с вами получилась. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной эту чудо-салфетку крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!